Минимум раз в месяц в интернете возникают очень подробные описания всех невзгод, которые ждали за границей наших граждан, уехавших от войны, репрессий и мобилизации. Иногда невзгоды эти принимают скорее несерьезные формы. Люди скучают по Вкусвиллу и Яндекс.Лавке. Иногда более серьезные. Люди рассказывают, как они потеряли все, обнаружили себя между небом и землей, без денег и документов, на птичьих правах в чужой стране. Как это часто бывает с медийным полем, эйфория и паника – две привычные точки общественного внимания. Если после 24 февраля и 21 сентября позапрошлого года люди были безмерно счастливы уже тому, что купили последний билет и оказались в любой загранице, то теперь иммиграция выглядит как гражданская казнь, как крах всей жизни. Давайте разберемся, а так ли все плохо. И начнем мы разговор с простого факта. Массовая иммиграция совершенно уникальное для нас явление. Мы к нему готовы хуже, чем наши ближайшие соседи. А если вы сами собираетесь переехать в ближайшее время, обратите внимание на спонсора этого видео, компанию Меркея. Мы делали этот ролик вместе с ними. Меркея поможет вам оформить ВНЖ или гражданство стран Европейского Союза, США, Азии и Латинской Америки. Ссылка на Меркея в описании. Переходите и оставляйте заявку на консультацию. А мы начинаем. Насколько во многом были похожи три славянские республики бывшего Союза, настолько Россия всегда отличалась от Украины и Белоруссии в отношении к переезду за рубеж. От Минска и Киева до Варшавы ночь на автобусе. Причем такая поездка и сейчас стоит как поход в Макдональдс на троих, даже в условиях войны и с перекрытыми границами. А в мирное время обходилось еще дешевле. Бывший соцблок выполнял для постсоветских Украины и Беларуси ту же социально-экономическую функцию, что Москва для Владимирской, Ивановской, Тверской и прочих окрестных областей. Это такое место, куда массово ездят на заработки, на учебу, за покупками. Ближний и понятный свет. Для абитуриента из Львова университет в Киеве или в Праге – два равнозначных варианта. Несколько лет, пока не ужесточились правила, добрая треть Киева ездила на машинах с европейскими номерами, потому что виза ранить раз в год дешевле, чем растамаживать. Поездки в Евросоюз, жизнь и работа там для белорусов, а тем более для украинцев с безвизовым режимом, не что-то экзотическое. Просто одна из опций, доступная каждому. Если у тебя нет легальной бумажки для работы в Польше, то она точно есть у брата, свата, соседа или одноклассника, и он расскажет тебе, как ее получить. В каждой европейской стране есть диаспора, и нет особых проблем с легализацией и трудоустройством. С Россией же все иначе. Условный житель Владимирской области обычно не выбирает между тем, чтобы отправиться на вахту в Москву, морковку по ящикам раскладывать, или делать то же самое где-нибудь в Берлине. Отдыхать за границей, учиться за границей, работать за границей. В России это все слова на богатом. До войны доля граждан с действующими загранпаспортами составляла по разным оценкам 25-28%. Если вычесть из этого количества тех, для кого загран служил одноразовым пропуском в Турцию или Египет, по тарифу все включено, и оценить количество россиян, регулярно пересекающих границу, проценты, вероятно, будут вообще единичными. Типичный российский иммигрант довоенной эпохи – это не уроженец деревни Пинки Ивановской области, который с одним рюкзаком за плечами отправился на поиски американской мечты через мытье тарелок. И не 50-летний слесарь, отец большого семейства, работающий в Финляндии, чтобы кормить семью в Петрозаводске. Типичный российский иммигрант – это скорее молодой человек из обеспеченной столичной семьи, поступивший в западный вуз. Высококвалифицированный специалист, нанятый иностранной компанией, айтишник, которому, в общем-то, без разницы, где жить, но теплое солнышко и свежие креветки во Вьетнаме ему милее черного снега в Москве. Стереотипный русский иммигрант уезжал за комфортом, безопасностью и карьерными перспективами. Он не покидал страну вынужденно, не отправлялся на заработки. Конечно, иммиграция в последние годы не была совсем уж исключительным явлением. Но речь шла о десятках тысяч людей в год, которые в общей массе населения составляли долю, близкую к погрешности. Как следствие, у нас не было никакой инфраструктуры иммиграции. Русские люди не создавали диаспор, которые могли бы помогать новоприбывшим с мягким приземлением. Иммигрантские СМИ, чаты взаимопомощи стали возникать уже после полномасштабного вторжения, и только с момента мобилизации русские за границей окончательно стали коллективной сущностью. Особенность волны миграции 2022 года в том, что это скорее эвакуация. Люди ехали, не имея планов на жизнь. Ехали люди не одного круга, с совершенно разными ресурсами и бэкграундом.
Кому-то очень повезло, и он уехал к родственникам, или с работодателем, или по офферу, или по праву на репатриацию. У кого-то работа не привязана к месту, у кого-то востребованная во всем мире профессия. У кого-то есть деньги или активы, которые в них можно превратить. А кто-то уехал с одним рюкзаком. У кого-то не было ни заграна, ни денег, ни профессии. Кто-то переехал с детьми, и это вообще отдельная история. В общем, надо понимать, что сотни тысяч мигрантов – это не просто сотни тысяч разных путей и обстоятельств, разных стартовых позиций. Это еще и сотни тысяч разных людей. Есть люди, которые ведут себя как стволовые клетки, чей организм, кажется, всю жизнь готовился к интеграции в чужое общество. Причем неважно в какое. Куда получится пробиться, где получится остаться и легализоваться, там они адаптируются. Вы точно знаете таких людей, которые местный язык не учат, а будто с флешки в себя закачивают. Которые через пару месяцев знают местные порядки, законы, самые экзотические нормы лучше рядового бюрократа. У которых сразу каким-то образом есть и карточки, которые никому не дают, а им дают. Есть весь набор документов, прописок, регистрации и страховок. Которые знают, к кому идти, как отвечать на вопросы, что говорить, а о чем молчать. Даже живя в лагере для мигрантов, они нисколько не скучают по своей трешке на Соколе. Прошлое для них отрезанный ломоть. Они не уехали из России, они вернулись домой. Даже в нашей команде есть человек, который пересек мексикано-американскую границу без визы с одним рюкзаком и 4 сотнями долларов в кармане, одолженными у друга. И месяц отсидел в тюрьме. А спустя год он уже имеет хорошую квартиру, приличную местную работу, локальный круг общения и вообще стал американцем побольше некоторых местных. Вот будто не с другого конца мира без образования, профессии и связей приехал нелегалом, а из командировки домой вернулся. Истории легко ассимилировавшихся людей мы редко слышим публично. Они не то что не жалуются на условия бытия соотечественникам, а наоборот, стараются вытащить себя из русскоязычного контекста. Их гораздо больше волнуют ближайшие выборы в Бундестаг, от которых зависят условия их натурализации, чем Путин и война. Причем неважно, катались ли эти люди по миру до войны или впервые пересекли границу в связи с ней. Переехали на хороших условиях или без гроша в кармане. Просто такой склад характера. А есть совершенно иной склад. Есть люди, которые переехали на условиях лучших, чем путешествует президент США. У которых были такие еврейские корни, что паспорт им выдали без разговоров прямо в аэропорту. Которые пальцем о палец не ударили, чтобы переехать. Просто работодатель прилетел в голубом вертолете, зацепил большим крюком и перевез их на все готовое. Квартира за счет конторы, высокая зарплата, покрытие расходов, возможность прийти в себя и отдышаться. Казалось бы, им не нужно интегрироваться. Не нужно проходить тяжелый мигрантский путь через работу дворником, курьером или официантом. Не нужно жить в подвале с саблезубыми тараканами или в лагере для беженцев в комнате на 10 человек. Казалось бы, тебе подарили лучшую версию жизни. Ты состоятельный молодой человек в развитой стране. Вокруг тебя коллеги, которых ты знал еще в России. Ты в полной безопасности, не нужно думать о каждом произнесенном публично слове. Живи и радуйся. Но суть в том, что у каждого человека свой бэкграунд, своя ситуация и свои запросы, и свой склад характера. Кому-то будет крайне важно жить в стране с похожим климатом. Другому, чтобы на выходные могли приехать родственники. А третьему будет казаться, что оба просто ноют. Ведь как же так? Новая страна так прекрасна. Поэтому, если вы только собираетесь переезжать, учтите, что мелкие пожелания к новой стране могут превратиться в огромную претензию, когда вы там окажетесь. Выбирайте тщательно. А компания Меркея, наш сегодняшний рекламодатель, поможет вам получить ВНЖ или гражданство выбранной вами страны. Куда бы вы ни решили отправиться, любая страна с Меркея станет гораздо доступнее. Меркея не просто проконсультирует вас и подаст документы, они готовы гарантировать, что вы получите ВНЖ. В случае отказа вам вернут деньги или бесплатно переподадут документы на ВНЖ другой страны. Но такой сценарий маловероятен. У Меркея очень высокий процент одобрения ВНЖ и гражданства, более 95%. Вас будут спрашивать на каждом шаге, а оплачивать будете поэтапно, не нужно сразу отдавать целую сумму. У них много разных программ, например, вы можете вместе с Меркея подать на стартап-визу в Испанию. Вам помогут сформировать или доработать идею или составить бизнес-план, проведут маркетинговые исследования, сделают финансовые и инвестиционные анализы. Так к вашему бизнес-плану не будет никаких претензий со стороны испанского государства. А если вдруг решите не вести стартап, ВНЖ никто не отберет. За 3 года вы можете открыть ИП и продолжить уже на этом основании. Стоит стартап-виза 12 900 евро. Или можете оформить визу таланта в Великобритании. Это дешевле – 5700 евро. Дается также на 3 года.
Если вы писатель, продюсер, научный сотрудник, специалист в области кибербезопасности, искусственного интеллекта или геймдизайна, то этот вариант для вас, а Меркея поможет оформить все документы правильно. Еще можно оформить гражданство некоторых стран Европейского Союза. Стоить это будет от 8,5 тысяч евро и зависит от вашей личной ситуации. Но основная специализация Меркея – это помощь с визой О1 и получением грин-карты ЕБ1 в Соединенных Штатах. Компания сотрудничает с проверенными иммиграционными адвокатами в Штатах. Если вы планируете переехать в США, но не определились с визой и способом, не спешите пересекать мексиканскую границу или покупать инвестиционный паспорт. Оставьте заявку в Меркея. Эксперт расскажет, как именно вам оформить ту же О1 визу для переезда. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и почитайте о других программах. А по промокоду КАЦ будет скидка в 5%. Основатель компании, путешественник и предприниматель Алексей Невзоров. В своем инстаграме он пишет о своих буднях, делится опытом покупки недвижимости, рассказывает о визовых программах и преимуществах гражданств разных стран. Подписывайтесь на него, если еще не подписаны, и эмигрируйте с умом. Ссылка тоже в описании. Но важен не только правильный выбор страны, но и ваше состояние в момент переезда и отношение к нему. Кого-то переезд совершенно не обрадует даже на отличных условиях. Кто-то просто не может жить вне России, и неважно на каких условиях. За границей они чахнут, теряют себя и вкус к жизни. Большая зарплата больше не вдохновляет, любимая профессия не радует, рестораны и бары и тусовки не развлекают, Тиндер, от которого на родине палец в мозоли стер, открывать не хочется. Есть отдельные случаи, когда люди не просто впадают в глухую депрессию, но всерьез рассматривают вариант возвращения с риском загреметь в российскую тюрьму. До того существование на чужбине им обрыдло и невыносимо. Есть вариант того же восприятия, но в более мягкой форме. Это люди, которые относятся к эмиграции как к вынужденной командировке. Легализуются где-то по мере необходимости, но помнят дом, куда им нужно вернуться. Это не случай, когда человек лежит сутками, рассматривая потолок. Такие люди могут вполне успешно устроиться. Просто знают, рано или поздно настанет день, чтобы зайти в HR Гугла, получить выходное пособие и вернуться в родной Яндекс. А есть люди вроде Ильи Варламова, где сумку бросил, там и дом, которые вовсе не нуждаются в месте, куда нужно вернуться. Бесконечное движение – это и есть их дом. Бывают ли ситуации, когда человек был успешным дизайнером, дантистом, журналистом, управленцем, а попав в непривычные условия, нешуточно растерялся? Да так, что теперь перебивается случайными заработками, пьет, деградирует и закончит свою жизнь в приюте для бездомных? Конечно, бывает. Поэтому стоит очень внимательно выбирать страну для переезда и готовиться к нему. Бывают, конечно, и обратные случаи. Человек может приехать с одной лишь парой трусов в рюкзаке и $10, иметь лишь опыт работы курьером, но благодаря миграции получить такую мотивацию выжить, что и денег заработает, и образование получит, и преуспеет в итоге. Конечно же, будет много леденящих кровь историй о людях, потерявших все, которым теперь и домой не вернуться, и на месте не остаться, которые живут по доверенности до первого полицейского. Мы еще увидим не один и не два треда в Твиттере в духе «если бы знал, что меня ждет в эмиграции, лучше бы на фронт поехал». Но это все неизбежное следствие масштаба. Когда сотни тысяч людей в один момент оказываются в непривычных обстоятельствах, среди них совершенно точно найдутся тысячи тех, кого эти обстоятельства сломают. Неизбежно будут десятки тысяч тех, для кого обычные трудности адаптации на новом месте, от получения банковской карты до съема жилья, станут непреодолимым препятствием. Кто, столкнувшись с чужой культурой, совершенно в ней потеряется и будет не жить, а выживать, преодолевая день за днем. Ужасная история о том, как людей обманули мошенники, как они остались без денег и документов, обязательно будут привлекать больше внимания, чем история айтишника, который сменил офис в Москве на такой же в Праге, без особой разницы и не ощутил особо отличий. С одной стороны, те, кто смог быстро адаптироваться, кого эмиграция привела на дорогу страданий, совершенно не заслуживают насмешек и порицаний. Эти люди не ноют. Они делятся своими проблемами. Что есть вполне здоровая реакция на эти самые проблемы. Высокомерные комментарии людей, у которых все получилось, им точно не помогут. С другой стороны, нужно помнить, ужасные истории – это не правило, а исключение. Именно поэтому они привлекают столько внимания. Правило же, как всегда, в другом, и оно до скуки банально. Большинство мигрантов так или иначе обустроились на новом месте, наладили новую жизнь и просто ее живут. Работают, снимают квартиру, водят детей в школу, выправляют документы. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но все в пределах нормы. Да, эмиграция – огромный стресс, риск и
Одно из самых важных решений в жизни. Но за границами России портал ВАТ не открывается. Да, российский паспорт сейчас точно не лучший на свете документ, и его владельцев ждет много идиотских трудностей. Но трудности эти решаемы, тысячи людей их преодолели до вас. Сегодня для любой экзотической проблемы есть готовое решение. В том числе с такими решениями может помочь наш сегодняшний рекламодатель Мирке. Ссылка в описании. Самое важное, если вы думаете эмигрировать, ни в коем разе нельзя при этом ориентироваться на крайности. Не надо ориентироваться на тех, кто вынужден слоняться под Тбилиси с просроченным сроком пребывания без копейки денег и перспектив. Или на тех, кто в Ереване уже 3-й бар открывает. Это другие люди, с другими исходными возможностями, с другим складом личности. Их опыт, будь он хоть трижды успешный или ужасный, вам не наука. Вы можете ориентироваться только на себя. Свои риски внутри России, свои ресурсы, свои возможности. Хуже всего впадать в крайности. Начиная с той, что внешний мир только и ждет, чтобы выдать вам билет в лучшую жизнь, и заканчивая тем, что без оффера от Гугла вы умрете под мостом. Такой сегодня ролик. До завтра.